Я беру 120 граммов хлеба. Это очень экономный рецепт. Хлеб здесь не обязательно брать свежий, подойдет даже черствый, вчерашний, позавчерашний. И в отличие от других рецептов, корочки мы не обрезаем, наоборот их будем использовать. И заливаем обычной питьевой водой. Никакого молока нам не нужно. А затем я оставляю этот хлеб на несколько минут, чтобы он хорошо намок и стал мягким. Затем я беру 2 таких достаточно крупных луковицы. Лук пока нарезаю кубиками. Хлеб намок и стал мягким. Я отжимаю с него лишнюю воду. Разделяю на кусочки, отправляю к луку. Затем я беру 2 крупных зубчика чеснока. Чеснок измельчаю, пропускаю через пресс. Дальше эти продукты я измельчаю при помощи блендера. Смотрите, у нас должна получиться такая вот однородная ароматная масса, как густая каша. Благодаря ее такой консистенции наши котлеты будут особенно нежными и особенно сочными. Теперь добавим сюда фарш. У меня фарш свиной, но вы можете взять другой по своему вкусу. Фарша здесь у меня 1 килограмм, и соответственно остальных ингредиентов тоже из расчета на 1 килограмм. Если у вас фарша меньше, например в 2 раза, то и остальных продуктов соответственно нужно взять в 2 раза меньше. Теперь мы эту композицию посолим. Я добавляю 1 чайную ложку соли или добавляем по своему вкусу. И добавляю черного молотого перца 1/4 чайной ложки. И больше никаких приправ, никаких добавок не нужно. Хорошо смешиваем все ингредиенты. Когда фарш стал однородным, его нужно хорошо отбить. Вот такими движениями. Ну а дальше формуем котлеты. Это делать очень легко, удобно. Такой фарш не прилипает к рукам. Котлеты выкладываю на противень с бумагой для выпечки. Не нужно возиться с обжариванием, мы их просто формуем, выкладываем. Они будут диетическими и при этом обалденно вкусными. Затем я возьму пару столовых ложек растительного масла. И смажу каждую котлетку сверху и по бокам. Будущую вкуснятину отправляю выпекаться в разогретую духовку при 190 градусах Цельсия или 374 градусах Фаренгейта. Через 20 минут вкуснейшие котлеты готовы. Правда, время запекания может немного отличаться в зависимости от вашей духовки. Готовьте такие котлеты, пусть они вас порадуют. А также не забудьте подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы сразу видеть новые интересные рецепты. А главное, я желаю вам радости, здоровья и мирного неба. Посмотрите, какие сочные котлеты у нас получились. И как обычно, до встречи в следующем вкусном видео.